Привет. Поговорим о таком здании, как кузница. Вот оно. Я снова на аккаунте своим старым. Она у меня здесь 11 уровня. В кузнице создается и хранятся экипировка легиона, а также материалы для ее получения. Которые получены. Также вы можете получать ее здесь, и куски. Смотрите. У меня вот стоит очередь, да? Я создаю здесь, в этой провинции, получается, вот эти куски, они делаются очень долго, по 3 часа у меня здесь. Эти делаются по часу, по часу, по часу. То есть самые долгие это вот эти вот куски. Собиратель час, эти по 20 минут у меня здесь. Потом, это у меня за счет того, что наука ускорение производства материалов увеличено. Смотрите, заходим в кузницу, когда материалы. Когда мы создаем материалы, у нас с каким-то шансом появляются осколки драконита. Они нужны для того, чтобы получать вот здесь вот эти ящики. Также осколки драконита падают с монстров. Когда вы их убиваете, также осколки падают, когда вы отправляете рабочих на исследование. То есть, когда вы их отправляете, вы получаете... Так, автоматически не надо спасать. Вы получаете вот эти вот осколки. Это драконит, который нужен для создания экипировки, для увеличения уровня кузницы. А это нужно для получения вот этих сундуков материалов. Далее. Склад. Еще. Когда вы только начинаете играть, у вас кузница первого уровня, у вас будет доступен только один слот. Желательно поднять кузницу хотя бы до 5 уровня. Вы сможете производить боевой шмот, но вы не сможете производить пока вот эти вот куски. Вот эта вот функция открывается на 9 уровне кузницы. Но на 5 уровне вы уже можете создавать боевую броню. Собиратель это не боевая броня. Я вам сейчас покажу, для чего она и какие ее характеристики. Открываем склад. Вот здесь хранится вся ваша экипировка, которую вы создали. Когда вы только начнете играть, поставите замок 10 уровня, вам там скажут, надо поставить кузницу, поставите кузницу, и когда она построится, вам там покажут, что вот куски там вот такого-то материала, и нужно создать кирку. Вы создадите кирку серую 1 уровня. Это вот 2 уровня получается. Это 3 уровень. 4 это уже идет фиолетовый. Вот это уже 5 оранжевый. И 6 там идет золотой. Так вот. Здесь у вас хранится весь ваш шмот. Бесстрашные у меня. Егерь. Это лучники. Подавитель это конница. Из боевого шмота в первую очередь мой совет сделать хотя бы сапоги и хотя бы куртку. Желательно минимум зеленого цвета, потому что они поднимают грузоподъемность войск на 3%. Синие уже идут 5%. То есть вы одеваете 5% сапоги и 5% куртка синяя. То есть уже плюс 10%, плюс еще скорость перемещения не увеличивают. И увеличивают атаку и защиту. Здесь вот 8 плюс мои те 5, это уже 13%. Плюс наука на грузоподъемность, которая повышает это усиление, которое там всадников. Это вам еще дополнительно. Плюс школа, по-моему, грабежа, если вы грабитель, еще добавляет. Я сейчас, наверное, могу ошибиться, но на грузоподъемность влияет вот это. Причем без разницы, какой у вас будет тип войск,
просто одеваете на свой легион с любым типом войск и идете грабить. Но атрибуты вот этого сета, когда вы его полностью весь одеваете, они работают только если у вас в легионе одни всадники. Егерь то же самое, то есть он будет только на всадников, там, на лучников работать. Далее. На этой вкладке материалы. Вот у нас материалы. Первого уровня вот серые. Их можно синтезировать. Что значит синтезировать? То есть 4 вот этих куска серых превращается в один зеленый. Делаем синтез одного. Вот. Делаем синтез всего. Вот мы получили 10 кусков. Теперь у нас 3 этих. Я сейчас все синтезирую. То есть, когда вы набрали по 4 штуки, вы просто синтезируете. Все, можно фиолетовое делать. Вот, у меня 4 штуки фиолетовые есть, я могу уже какую-нибудь вещь фиолетовую сделать. Здесь то же самое. Куда у меня столько всего нападало-то? Давно я не был на этом аккаунте. Ну как, я был, но я не обращал внимания просто, что у меня тут вообще происходит, что у меня тут есть. Сейчас покажу пару еще фишек по созданию вещей и как быстрее, в принципе, себе вещи собрать. Можно, в принципе, даже кристаллы на это дело не жалеть. Потому что чем раньше вы сделаете себе броню, тем легче вам будет потом воевать. Так, материал мне не надо. И там, если прокачивать науку до конца, там будет возможность переработку шмота и материалов в драконит. Ну, до нее как до Китая на пузе. Поэтому она нас не особо интересует. Так. Вот мы одно эту оранжевую получили. Оранжевый пупок. Так. Доски только у меня фиолетовые есть, да? Так, это мы все синтезировали. Вот я уже за это время сколько этих штук наклепал. Это самые долгие. Есть способ получать их более высокого уровня немножко по-другому. Ладно, давайте закончим с этой. Я сейчас буду показать на примере. Собиратель. Смотрите. Шляпа оранжевого цвета снижает при походе на монстров на 20% сокращает затрату выносливости. За исключением великанов. На всех остальных выносливость уменьшается. И еще этих темных принцев. То есть те, на кого идете вы рейдом. Так вот, кирка увеличение опыта героя при каждом сборе. Это герой у вас качается по 1000. Куртка опыта по 200. Синяя. Я до сих пор еще здесь даже ее фиолетовой не сделал. В другой провинции уже намного все эффективнее сделано. Так. Смотрите. У нас есть перейдем сейчас к созданию. Сейчас вот создадим. Так, что у нас там есть?
Так. Создание. Что нам нужно? Так, ну вот получается 3 вот таких, да. Сейчас покажу на примере куртки. Вот видите, куртка требует по одной вещи каждого типа. Это показывает шанс. То есть, если мы, к примеру, используем вот это вот сейчас, у нас есть шанс того, что 28% будет белое, 34% зеленое и только 37% синее. Но с большой вероятностью, что она будет только поэтому. Вот это делается дольше всего. Вот это делается быстро. Вот мы уже ее до оранжевой довели. Я поторопился. Делаем полный разбор. Разобрать. До синего. Так. Выбираем. Делаем следующим образом. Нам нужно получить как можно больше вот этих вот синего цвета. Потому что делаются недолго. Для того, чтобы их получить, делаем следующим образом. 3 синих материала и 1 вот этот зеленый. Делаем моментально. Получилось синее. Отлично. Давайте разберем еще. Полный разбор. Полный разбор. 32 штуки у нас их, да? Так. Собрать. Полный разбор. Делаем полный разбор. Так. Полный разбор. У нас с досками проблем. Одну мы сделали, одна у нас там лежит на складе, нам нужно еще 2 сейчас. Ну, синие. Еще синие. 4 синих, да? Далее. Делаем назад. Идем на склад. Вот мы получили 4 синих куртки. То есть мы потратили 3 зеленых куска. По сути, это у нас 4 сейчас этих. Мы можем 4 куртки синтезировать в одну фиолетовую. Либо мы можем ее разобрать. Мы получаем обратно вот эти все свои синие, которые мы потратили. И получаем вот эту синюю вместо зеленой. Вот. Соответственно, мы, так сказать, сделали... проапгрейдили, так скажем, с небольшим шансом фейла. Делаем синтез всего. Мы получили одну фиолетовую куртку. Вот у нас получается уже идет. То же самое можно сделать с сапогами. Теперь мы можем ее разобрать. И получаем мы уже по 4 фиолетовых куска. Ну, понятно, что мы 4 этих потратили. У нас сейчас будет это. Делаем создание. Собиратель. Только мы вместо вот этого сейчас делаем синтез. Синюю. Теперь мы будем делать фиолетовые пытаться. Выбираем синюю. Есть 30% шанс того, что мы сфейлим. Этих у нас нету, да? Получается, синтез всего. Да, мы сейчас не получим. Потому что у нас здесь этот... Давайте сделаем фиолетовую. Попытаем удачу, может фиолетовая сделается. Если
фиолетовая не получится, получится синяя. Вот. Мы потеряли 3 вот этих фиолетовых, но мы получили одну синюю. То есть мы вот эту не потеряли, фиолетовую, которая нам нужна. А вот с досками-то тут проблема. Так, синтез всего. Делаем синтез всего. Синтез всего, склад. Так. Пробуем еще одну куртку делать фиолетовую. Вот, получили фиолетовую куртку. Отлично. Идем на склад. И просто мы разбираем ее и разбираем вот эту синюю, которая у нас. Создание. Можно использовать ускорители. Лучше, конечно, использовать ускорители. Делаем моментально, создать. Опять синие. Фиолетовый ни в коем случае не тратить. То есть мы оставляем вот эту синий. А то, что эти фиолетовые, они очень быстро, очень часто падают с ящиков, поэтому берем, делаем синтез всего у нас вон фиолетовых. Их очень много вот падает постоянно со всяких ящиков и не только. Оставляем здесь одну эту синюю. Разобрать. Мы с вами уже, в принципе, получили 3 фиолетовых. 2 у нас вот этих есть. Еще можно сундуки покупать. Вот заходим в кристаллы, магазин, другое. Самое выгодное покупать вот это вот. Потому что здесь мы получаем по одному зеленому материалу за 50. А здесь мы получаем от 1 до 3 фиолетовых за 1200. Ну, давайте купим его. И посмотрим, сколько мы получим материалов. То есть тут рандомно. Либо 1, либо 3 фиолетовых упадет. 1. Дубленая кожа. За 1200. Одна дубленая кожа. Это у нас сейчас... Давайте посмотрим, скажу. Дубленая кожа. Не туда зашел. Склад. Одна фиолетовая дубленая кожа. Синтез. Это у нас 4 синих. Ну, давайте ее разберем. Одну. Два, 3, 4. Давайте разберем это все в этот, чтобы было нагляднее. Полный разбор. С зеленого сундука мы получаем один вот этот материал за 50. Чтобы нам получить одну фиолетовую, нам нужно 16. Синтез всего. Получается 16 вот этих. Давайте открываем магазин, другое. Смотрим, сколько у нас 16 сундуков. Что-то я дофига. 16 сундуков. 800. Вместо 1200. То есть мы экономим.
Давайте посмотрим, сколько мы получим дубленой кожи. Или даже не дубленой кожи. Ну, вообще мы чего получим. Использовать. Мы получили 4 льняных полотна. Это одна синяя. Один синий кубок. Одну синюю дубленую кожу и одну деревянную доску. Да? Обычно вот этих льняных падает мало. Это очень сейчас повезло. А с того сундука мы, во-первых, тратим гораздо больше, а во-вторых, будем еще и получать неизвестно сколько. Ну, даже я сейчас куплю еще, наверное, 3 таких сундука. Посмотрим, сколько мы получим с 3 сундуков. Ну, 2 льняных фиолетовых и одну дубленую кожу. Ну, тут тоже повезло. Но это по одному куску с каждого ящика. Но мы потратили-то сколько? Идем в склад. Синтез. Нам вот эта золотая, оранжевая уже нужна. Синтез всего, синтез всего. Так, надо разобрать парочку. Синтез всего. И разберем вот так вот. Пока что. Вот. С зеленых мы получили вот. С досками, конечно, не повезло, но делаем сейчас следующим образом. Мне сейчас нужны доски, поэтому если вы берете по 3, потом будете по 4, по 6 сундуков брать в хвале, вообще можно не запариваться насчет вот этого. Я вот сейчас возьму на 100 зеленых. Вот эти, конечно, по 250 уже идут, да, боевую броню делать. В принципе, это тоже выгодно. Так. Склад сюда. Видео будет длинное, просто для того, чтобы показать вам. Ну вот получается 6 этого, 23 доски, 38. Уже отлично. Я так в новой провинции себе быстренько сварганил фиолетовый этот, почти синий, там уже сет боевой на основе. Так, синтез. Синтез всего. Синтез всего. Вообще желательно весь ваш этот шмот превратить хотя бы в оранжевый. Синтез всего, синтез всего. Вот, 2 фиолетовые доски. Синтез всего. Нам бы сейчас вот оранжевую доску. Было бы шикарно. Переходим. Так, смотрим экипировка. Что у нас? Лучше всего делать это с курткой. То есть здесь это куртка. У подавителя это пояс. Они требуют по одной штуке каждого типа. Так вы быстро себе наберете кусков. Потому что, допустим, сапоги, они требуют 2 вот этих вот. Ну, получается 2 вот этих полотна. Одно это и 1 кубок. Эти уже требуют 3 льняных полотна. Вот.
Соответственно, нам нужно, чтобы вот это вот быстренько создать золотое. Поэтому делаем следующим образом. Нам сейчас нужно пока делать фиолетовое. Получили фиолетовое, отлично. Делаем полный разбор. Сколько мы можем еще одну сделать, да? Вот, мы получили 2 фиолетовые. Две фиолетовые. Делаем разобрать. Разобрать. И по новой. Собиратель. Отлично. Отлично. Наверное, еще прикуплю сундуков. Давайте еще возьмем соточку. Чтобы досок было больше. Сейчас, возможно, сделаем что-нибудь в этот. Так, система лес. Досок тоже вот опять же не всегда много падает. Мы получили чуть-чуть драконита. Заходим в склад. Материалы. Синтез всего, синтез всего. Так, пускай у нас фиолетовый один будет. Синтез всего, синтез всего. Еще, наверное, сутку возьму. С досками проблема, поэтому доски. Все равно как бы этот аккаунт сейчас как для примера, поэтому я не буду здесь церемониться с ним. То есть при наличии огромного количества там кристаллов, если не жалко их, можно быстренько себе собрать. О, золотой. Отлично. Так, нам надо сейчас будет сделать фиолетовую доску. Фиолетовая есть. Так. 4. Так. Раз у нас есть это, давайте делать 865 этого, либо 7 часов ускорителей. У меня там рабочий занят, поэтому я делаю моментально. Да. Да.
То есть, по идее, у меня уже 3 шмотки это, но я ее разберу. Мы с вами сейчас получили одну золотую вот эту. То есть, если у меня было бы сейчас 3 золотых, то есть золотая доска, вот это золотое, вот это было бы золотое, я бы сейчас просто бы использовал бы фиолетовую и сделал бы золотую этот, и делал бы просто золотые вот эти. Сейчас мы пока будем делать тогда экипировка, создание, собиратель, создание. Ну вот у нас фиолетовый есть 2, 1 клубок, 1 доска и этот. Зашибись. Так. Мы получили. Вот у нас еще. Мы еще 2 фиолетовых наделали. Фиолетовый я разберу. Так, сейчас можно. Вот у меня уже, в принципе, для профессионального легиона 3 оранжевых вещи, 2 фиолетовых и 1 синяя. Ну, сапоги можно фиолетовые сделать. Сейчас посмотрим, что у нас по сапогам. Ну вот мы можем одни синие сапоги сделать. Если вот эту разобрать, мы сможем сделать одни фиолетовые сапоги. То есть я потом буду делать вот следующим образом. Я соберу вот 2 вот этих золотых, соберу вот эту 1 золотую и создам, получается, сапоги. Ну вот у нас мы раз не стали то разбирать, у нас получается, у нас нету доски и это. Если сейчас еще, конечно, докупить сундуков, добить до этого, либо мы можем делать следующим образом. Берем, у нас есть синие куски, или у нас есть зеленые. Но зеленые невыгодно, потому что 4 штуки, вот здесь 4, это получается 600, 1 синяя. А здесь, чтобы 1 синюю сделать, вот 248, чтобы 1 синюю сделать. И вот, примерно, если мы разберем, то есть вы кристаллов или ускорителей потратите больше, поэтому самое выгодное это создавать синие. Синие, либо уже сразу же создавать фиолетовое. То есть мы можем, в принципе, разобрать. Вот у нас вновь, в принципе, фиолетовый. Ну, последнюю делаю шмотку. Все, мы получили фиолетовую. Кирка требует от нас 2 доски, 1 кубок и этот. То есть доски, если наделали, кирку спокойно можно там сделать в золотой. С этим то же самое. Почему мы делаем именно куртку, еще раз объясняю. Потому что сюда нам нужно льняное полотно. 1 штука. И сюда их нужно по 3 штуки. А у нас всегда этих с мобов, там еще с чего-то, с сундуков, когда вы будете получать кубков. Короче, вся вот эта вот шляпа, ее падает очень много. Вот это падает очень редко, и оно создается очень долго.
Поэтому делаем вот таким вот образом. Сейчас я могу, в принципе, когда легионы верну, одеть вот эти, у меня синие будут, вот это разобрать. 3 вот этих куртки. И пустить на производство другой вещи. Либо сделать еще одну зеленую, сделать синюю, потом сделать 2 синих, собрать их в фиолетовую, еще одну фиолетовую и объединить уже синтез по 4 вещи. То есть 2 варианта. Либо мы создаем одну вот эту шмотку, ее постоянно разбираем, чтобы у нас получался самый долгий и дорогой кусок и редкий. Либо мы собираем по 4 зеленых вещи, это долго, это дорого, по кристаллам или ускорителям. Потом их собираем 4 в одну зеленых в одну синюю, потом синие собираем мы в фиолетовую, 4 фиолетовых мы собираем в одну оранжевую и 4 оранжевых мы собираем в одну золотую. Вот. То есть либо мы идем таким макаром, создавая именно вещи сразу же, либо мы создаем одну вещь, создавая вот эти материалы. Но я посмотрел, в принципе, создавая что так, мы примерно то на то и выходит. Единственное, что материалов постоянно падает. Поэтому проблем нету. Создать вещи, ее разобрать, создать. Можно просто 2 лишних вещи держать, их постоянно разбирать, собирать. То есть собрали 3 оранжевых вещи, одели их на легион, все, и забыли. Вот эти фиолетовые берете, разбираете, собираете. На остальных легионах хотя бы что-нибудь вот такое синее, там пускай на них болтается. Вот. По поводу бафов. Вот. К примеру, у нас если надетые 4 предмета минимум синего качества активируют. И еще фишка в том, что если, к примеру, у нас все синего цвета, у нас легион получает вот эту 6 предметов синего цвета, да, минимум. Доход самоцветов, то есть это еще дополнительные бафы идут. И у нас еще легион меняет свою эту, допустим, это обычно как легион выглядит. Если бы был одет на нем полный сет, то бы, к примеру, собиратель, если был бы, бегал бы как гномы такие шахтеры. Если этот подавитель, а то там конница бегает. О. Думаю, по кузнице такое обширное видео получилось. Еще раз. Материалы постоянно клепаете вот эти. На 2 уровне у вас, по-моему, уже будет 2 слота кузницы. На 3, на 5 уровне у вас будет 3 слота. И чтобы открыть 4 слот, чтобы сразу же по 4 вещи создавалось, я рекомендую выкачать хотя бы вот самую первую вот эту науку и пока кузницу тут забыть. То есть выкачивать в производстве. Но для того, чтобы это сделать, это надо институт 9 уровня. Институт на 9 уровень подняли, выучили производство экипировки 1 уровень, подняли кузницу на 5 уровень, у вас создается по 4 вещи. Они у вас там на собирателя делаются по часу, то есть 4 часа. Мне, видите, не надо заправлять, потому что они по 3 часа делаются. Раз, два, сколько у меня сейчас? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 слотов. Вот. 8 на 3. Вот, считайте, там целые сутки делается. Просто потихоньку закидывайте, чтобы на фермах, к примеру, не отвлекаться на это дело.
Уже новый день. Здесь сезонные герои. Давайте. Хоу! Ребята, это 9-й герой на этом аккаунте. Да, сейчас на него нужен еще дубль. Сейчас покажу своих героев боевых. Охренеть, бесплатного Powerwatch. Ладно, следующее видео будет о героях. Я расскажу все в плане подробно о своих вот этих героях, которые у меня на этом аккаунте. Всем спасибо.